Проверка деградации батареи Tesla. Значит, владею этим автомобилем почти 3 года. Ровно 1,5 года назад выполнялся тест батареи на деградацию. Батарея NMC Long Range. Скриншоты я прилагаю. Это киловатт в час емкость батареи. 1,5 года владения Теслой, и пробег ее сейчас составляет почти 24 тысячи километров. Скоро будет. Деградация составляет всего лишь 3%. Заряжаюсь я в основном на 50 киловаттах. Я считаю, это вообще незначительно. Очень хороший результат. Было 3%. Почти 1,5 года. Сейчас 40 тысяч километров пробега. В общей сложности автомобиль возрастом почти 3 года. И сегодня мы узнаем, какая деградация. По VLTP, когда был новый автомобиль, запас хода был 525. После полуторагодовалой калибровки показания начались снижаться, 501 километр. Ну а сейчас посмотрим, какие результаты спустя зиму и прошлое лето. Значит, что нам для этого нужно? Вообще для того, чтобы проверить деградацию и откалибровать батарею NMC на автомобиле Tesla. Эту процедуру вообще желательно делать каждый год. Чаще вам Tesla не даст этого сделать. Не путайте с батареей LFP, там где каждую зарядку происходит калибровка. На NMC это можно делать раз в год. Может быть чаще, но у меня не получалось активировать. Значит, ниже 20% должен быть заряд. У меня сейчас 7%. И зарядка должна быть либо Mobile Connector на 3,5 киловатта, но тогда тест будет длиться порядка 20 часов. Либо это 11-киловаттная, желательно не общественная, там, где никто не сможет прервать сессию. Я вот сейчас приехал на работу, и мы будем подключать зарядку, запускать тест, и каждый час мы будем делать скриншот статистики из мобильного приложения Tesla. Посмотрим, сколько это по времени займет, какая деградация у моей Tesla. Для начала нам нужно зайти в режим «Сервис». И давайте посмотрим раздел «Жизнь батареи». Если вас интересуют данные автомобиля, Model Y Long Range с буст-пакетом 4.4 до 100 разгон, с базовым автопилотом, вот здесь можете ознакомиться с требованиями. Последнее было 17.04.25. Сегодня у нас конец мая. Записывается это видео. 8% сейчас заряд. Давайте нажмем, у нас все полностью соблюдено. Осталось только запустить зарядку. Нажимаем кнопку «Старт тест». Все, тест начался. И будем делать замеры. Сейчас 6 часов вечера. Автомобиль будет разряжен. Давайте посмотрим, насколько у нас показания счетчика. По нулям, то есть мы фиксируем, сколько у нас будет отдавать станция, дата, время. Не надо приезжать на 20-15%. Приедьте как можно ниже, потому что все равно она делает разрядку, и вы просто теряете время и деньги. В общем, засекаем, 6 часов вечера. Машина работает как пылесос, потому что идет discharge. Вот. Будем фиксировать, как у нее дела каждый час. Итак, ребята, 7,5 часов прошло с момента подключения на 11 киловаттах, и на 7% мы стартовали с вами тест деградации батарейки. Осталось буквально 2% до 100. Сейчас я хочу подъехать посмотреть, как долго эти 2% будут делаться. Обычно на 11 киловаттной зарядке это занимает порядка 20 минут добить 2%. Сколько это сейчас займет, я не знаю, посмотрим. В общем, происходит какая-то калибровка, не знаю, там адаптация. Будем проверять. И самое интересное, мы сейчас узнаем, какой же износ батареи за 3 года на NMC, Берлинке. С бустом машина, которая эксплуатируется в режиме от 0 до 100, вообще никаких проблем, постоянно такое дело происходит. Ну, стараюсь на 5-10% приезжать на зарядку, но так как у меня нету розетки дома, я это делаю как можно реже и заряжаю как можно больше. Просто стараюсь не допускать того, чтобы машина засыпала больше, чем на 80%. Но при этом такое у меня бывало, что я заряжал и
до 100, приезжал домой, ставил ее на 90, просто включаю режим охраны и там климат-контроль. Поэтому я вот лично не соблюдаю вот эти рекомендации, что там до 80, всегда заряжаю ее до 100%. Ну вот мы подъедем, сейчас посмотрим. Да, полная тишина у машины. Ну, сейчас проанализируем, братцы, цифры. Смотрите внимательно скриншоты всего процесса. Остался буквально уже 1% до 100. И мы узнаем последствия 3 лет зарядки Tesla от 0 до 100, какая деградация. Завершается тест, он уже прям на финише. Скоро Tesla сообщит деградацию. Так, ну что, зарядка отстрелила. Tesla перезагружается в данный момент. Давайте посмотрим, сколько электрического было отдано. 76 ровно киловатт. 8 часов 9 минут была сессия. Но, ребят, еще хочу сообщить следующее. Наверняка есть еще какое-то дикое энергопотребление, которое связано с тем, что тепловой менеджмент работает во время зарядки. А вот вам и прикол, смотрите. Мы уже давно прекратили зарядную сессию, а Tesla еще отстаивается. И уже вот так вот происходит 20 минут. Поэтому вот те, кто считают то, что эта процедура просто обычная банальная зарядка, но я не соглашусь, видите. То есть она на 3% что-то странные вещи какие-то делала. Очень долго заряжала, не заряжала, заряжала, не заряжала. Теперь дошли до 100%. Последний процент 99, когда было, это продлилось порядка 30 минут. И сейчас уже после окончания зарядки вот это вот уведомление до сих пор висит, и я не могу никуда поехать. Ну-ка, давайте попробуем запустить еще раз. И запустить ее не получается. Ну что, ребята, за 3 года у нас составляет 5% деградации. Прилагаю данные с прошлогоднего теста, сколько киловатт заходило тогда и так далее. Запас хода составляет 494 по VLTP. Пробег составляет 40 200 километров. Ошибок здесь никаких нет, действующих, только регистрация. Посмотрим, как у нас себя чувствует. 64 температура автопилота, все нормально, никаких перегревов. Температура батареи сейчас 28 градусов. Вот они, эти показания. Ничего критичного абсолютно я не вижу здесь. Все замечательно. Power Distribution, никаких изменений. Когда я покупал машину, было 525, потом они уронили что-то в буфер, стало 520. Через 1,5 года 501. Ну и теперь 7 километров сбежало. Ребята, ну а что самое важное, то что кони остались. Как было 500 кобыл, так и есть. Это версия с бустом, поэтому меня это никак не расстраивает. Вообще не парит, как заряжать машину там до 100, не до 100. До нуля, не до нуля, все. Главное не давать спать больше, чем на 80%. Но если так получается, ставьте режим охраны, климат-контроль, и все будет нормально. Нам нужно одевать куда-то избыточную батарею, чтобы положить спать наш автомобиль Tesla. Итак, давайте 0-200 сделаем. 3, 2, 1, пуск. И это, ребята, буквально температура при... Вот вы видели, как мы тормозили с 200 до там, 60, и то я не в пол тормозил. Если оттормозиться в пол, вам даже Tesla включит аварийку, и из-за того, что тормоза перегреются, у него будут ограничены некоторые возможности. 3, 2, 1, 0. 0-200, поехали.
100, 200, 3, 2, 1, пол. Стоковые тормоза хватает буквально один раз оттормознуться, и потом их нужно охлаждать, и вам эта система покажет. А вот, ребята, и уведомление, то что тормоза слишком горячие. До новых встреч, с вами был Иви Пират. Пока-пока.